Всем доброго утра и хорошего наступающего дня. И как всегда, мое обращение к вам, мои дорогие, всего вам хорошего. А сегодня я хочу сделать или котлеты, или оладьи, как получится. Это зависит от сочности капусты. И для этого мне необходимо капуста, капустные оладьи, будем так говорить, назовем. Для этого мне, конечно, необходима капуста, лук, укроп, яйца и манка. Количество яиц и манки будет зависеть от количества взятой капусты и от ее сочности. Капусту и лук буду натирать на крупной терке. Немного покажу, мои дорогие, как натирать. Вот так обычно, как мы натираем морковь, вот так натирать. Не буду долго мучить. Вот так, таким образом. Точно так и лук, мои дорогие. К капусте натерла лук. Очень сочный, можно отжать. Теперь укроп. Мои дорогие, на самом деле можно и нашинковать капусту и обдать ее, если она мягкая и сочная, обдать ее проточной водой. Можно, если жесткая и горчит, обдать кипятком. Она станет мягче и, соответственно, дать стечь через дуршлаг. Можно отжать. Так. Соль, черный перец. Ну и так далее. Все специи, которые вы любите, можно добавлять. С солью можно ошибиться, поэтому лучше досолить в конце. Капусту я покупала в супермаркете. Хочу сказать, что очень много сейчас простуженных людей, детей с насморком, с кашлем. Что от себя хочу, конечно, сказать. Здесь-то я могу посоветовать, но в магазине я бы постеснялась. Я бы, конечно, тоже кому-то посоветовала что-то, но кто как отреагирует. Что хочу сказать, мои дорогие. Конечно, сейчас еще нет холодов, а уже очень много простуженных. Хочу сказать, что рецепт, которым хочу поделиться, на самом деле помогал многим. Так, ну а сейчас манку. Капуста пустила сок. Манки на глаз. Зависит от количества сока. Особенно хорош этот рецепт, у кого кашель. Потому что особенно тяжело по ночам. И хочу рассказать такой рецепт. В стакан молока положить 7 грамм сливочного масла, не соленого. 7 грамм это чайная ложка. Без горки. И что нужно делать? Кипятить это молоко на медленном огне 7 минут. Пить теплым, маленькими глотками, утром и вечером. Буду рада, если кому-то этот рецепт поможет, мои дорогие. Ну вот сейчас манку размешаю, и пусть стоит эта смесь где-то минут 15-20, чтобы манка разбухла. Начнем жарить, мои дорогие. Сверху придавить, чтобы получилась лепешечка. Так. Вот такой оладушек.
под крышку, конечно, чтобы успели прожариться. Прежде чем переворачивать, сделаю тише огонь. Первым всегда достается много масла. Ну и еще один рецепт, мои дорогие, у кого есть раны незаживающие, проблемные. Вот такой рецепт, который даже стекла вытягивает из ран. Вот послушайте, мои дорогие. Может быть, у кого-то проблемы. Ну, а рецепт такой: делать самим пластырь. Для этого берется пчелиный воск, жир бараний, сера лесная и мед. Да, и чеснок мелко порезать. Так, посмотрим. Поджарилась. Нужно убирать. Вот эти нужно тоже убирать вещи. Ну, это салфеткой уберу. Конечно. Итак, о составе. Этот состав берется в равных количествах. Допустим, по чайной ложке. Это зависит от ран. Можно по столовой. Все это положить на сковороду и растопить. Горячий состав окунать чистые листы бумаги. Раствор моментально застывает на бумаге. Получается такой пластырь. Прикладывать этот пластырь к гнойным ранам, также к фурункулам. Пластырь хорошо вытягивает гной, грязь и даже, как я говорила, стекло из раны. Вот, если это кому поможет, я буду очень рада. Вот, мои дорогие, как говорят в таких случаях, приятного аппетита. Всем здоровья, удачи, всего хорошего, мои дорогие.